Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Сегодня опять переделки. Из 3 ненужных вещей, которые лежат без дела, сделаю сразу 2 абсолютно разные футболки. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной. Будем творить вместе. Первая вещь – это длинная черно-белая юбка со сложным графическим рисунком. Кофточка продолжает геометрический рисунок и идеально подходит по цвету. Объединю все это черной кулиркой из платья. Подготовка всегда занимает много времени. Я стараюсь уделить этому процессу больше внимания, чтобы потом было легче работать. Сначала просто разрезаю все вещи на отдельные детали. Убираю старые швы и подгибки, чтобы получить ровные куски полотна. Со временем от носки и стирок трикотаж изнашивается. Структура меняется. Он становится мягкий, подвижный и совсем не держит форму. Чтобы стабилизировать полотно и не дать краям скручиваться, сделаю для него пропитку. Способ проверенный, работает на разных тканях и очень бюджетный. Беру обычный клей ПВА и развожу его в воде. Строгих пропорций нет. Все зависит от ткани и от того, что вы хотите получить в итоге. В среднем это 1 столовая ложка клея на 1 литр воды. И нужно учесть, что клей тоже бывает разный. Так что здесь все методом проб и ошибок. Нужно плотнее, добавляем больше клея. Если трикотаж плотный, можно обработать только припуски. Наношу состав и можно сразу проутюжить через бумагу. Лучше использовать бумагу для выпечки. Главное сушить не до конца, чтобы бумага не приклеилась к полотну. Потом досушиваю просто так. Край больше не закручивается, и с ним можно спокойно работать. Сегодня у меня трикотаж мягкий и очень подвижный, поэтому решила замочить его полностью в растворе. Дала подсохнуть, чтобы не прилипал к утюгу, и потом проутюжила. Если полотно пересохло, не страшно, можно проутюжить с паром. Свои свойства пропитка не потеряет. Вот что у меня получилось в итоге. Раствор использовала одинаковый, но каждое полотно выглядит по-разному. И здесь важно не переборщить с клеем, чтобы трикотаж не стал колом, а просто был послушным при пошиве. После первой же стирки вся пропитка уйдет, и трикотаж станет мягким и приятным к телу. В своих запасах нашла бумажную выкройку. Она простая, без выточек, но с балансом. Полочка чуть шире спинки, как краили раньше. Построение есть на канале, можно посмотреть. И хорошая новость. Выкройка совсем не обязательно. Можно взять свою любимую футболку и кроить прямо по ней. Спинку буду кроить из черного трикотажа. Самое главное, не забываем про направление долевой нити, чтобы футболку после стирки не перекосило. На припуске мне не хватило ширины, поэтому добавлю их на полочке. Старые швы на рукавах я не срезала, а аккуратно распорола, чтобы максимально сохранить размер деталей. Из них я выкрою новые рукава, но с одной стороны придется добавить полоску до нужной ширины. Для полочки нарежу обычные прямоугольники разного цвета. После пропитки это делать совсем несложно. Прямоугольники будут разного размера, чтобы получилась интересная геометрия, а не скучные одинаковые квадраты. Края деталей я не совмещаю, а наоборот, делаю небольшое смещение, приблизительно 3-4 мм. Лучше сразу все закрепить булавками, чтобы полотно не уехало и не растянулось. Соединять детали буду усиленным трикотажным швом. Шов получается эластичный и не лопнет при носке. Припуски заутюжила так, чтобы длинная сторона перекрыла короткую. Это сделает шов более плоским. С лицевой стороны закреплю припуски прерывистым зигзагом.
Он тоже эластичный и не лопается при нагрузке. Шов прокладываю по ткани с рисунком, чтобы он был не сильно заметен. Все свободные припуски я аккуратно срезаю ножницами у самого шва. Делать это нужно не спеша, чтобы не повредить строчку или не прорезать основное полотно. Люблю, когда припуски закреплены, ничего не топорщится и не трется о тело. Шов получается мягкий, плоский и комфортный при носке. Вот так шов выглядит с лицевой стороны. Строчка почти незаметна на пестром фоне. После стачивания швы обязательно проутюживаю с паром. Заготовку складываю пополам. Не забываю про направление долевой нити. Выкройку совмещаю со сгибом. Внизу баланс сделаю меньше. Для моего размера достаточно будет пару сантиметров. И рукава. Соединение на них практически незаметно. С деталями переда и спинки еще поработаю перед сборкой. Хочу на черном фоне добавить вышивку. За вдохновением ходила на Pinterest и подобрала несколько контурных рисунков. Они не перегружены деталями, и можно выполнить вышивку одним швом, не обрывая нить. С изнаночной стороны места, где будет располагаться вышивка, укрепила клеевым флизелином в цвет трикотажа. Придумывать и рисовать узоры я не умею, но зато с легкостью могу их повторить. Обычным портновским мелом нарисовала выбранные мотивы в масштабе, который мне подошел. Для вышивки буду пробовать толстую джинсовую нить молочного цвета и второй вариант – обычный полиэстер светло-серого цвета. Чтобы избежать обидных ошибок, пробую строчки на образце трикотажа. У меня не только разные нитки, но и строчки тоже разные. Обычная прямая и усиленная трикотажная. Полиэстер пробовала в 2 сложения. Подбирала варианты, смотрела, как это выглядит. Остановила свой выбор на полиэстере в 1 нить, но шов выбрала усиленный трикотажный. За счет того, что машина делает стежки вперед, назад, линия получается плотной, объемной и рельефной. Лапку я взяла прозрачную, с увеличенным обзором. С ней отлично видна каждая размеченная линия. При вышивке растительных принтов попадание в намеченные линии приветствуется, но не обязательно. Легкие отклонения будут смотреться естественно и придадут изюминку. При вышивании округлых контуров пальцы лучше держать ближе к лапке. Так гораздо удобнее контролировать направление строчки. А вот при работе с буквами ситуация другая. Чем точнее пройдете по контуру, тем лучше будет смотреться готовая надпись. После завершения вышивки обязательно влажно-тепловая обработка. Под действием пара и тепла все нитки займут свое место и станут единым целым с трикотажным полотном. Заодно удалятся все меловые линии. Покажу поближе, что у меня получилось. Рисунок хорошо виден на черном фоне, но при этом нет лишней навязчивости. Все сдержанно и просто. С изнаночной стороны тоже выглядит все прилично. Если присмотреться внимательно, видна светлая верхняя нить. Я ее специально слегка ослабила, чтобы вышивка была объемной и эластичной. Подготовка наконец-то закончена, и можно переходить к сборке футболки. Складываю детали лицом к лицу и соединю плечевые швы. Стабилизирую их полоской ткани, скроенной по долевой. Полоску складываю пополам, смещаю от края срезов на пару миллиметров и закреплю прямой строчкой. Длина стежка небольшая, 2,5 мм. Заутюжу ее на сторону спинки и закреплю строчкой у самого края. Лапка для потайного шва поможет проложить строчку ровно и на одинаковом расстоянии от края. Сделала примерку, прорисовала новую линию горловины и теперь срежу все лишнее. Чтобы определить длину обтачки, я замеряю длину горловины.
Полученную длину умножаю на 2 и на коэффициент растяжимости. Он зависит от эластичности трикотажа и обычно бывает от 0,8 до 0,9. Обтачку вырезала по косой из черной кулирки. Ширина 5 см. Соединила в кольцо и заутюжила пополам. Сразу намечу середину спинки и полочки. Соединила центры с наметками на обтачке. Равномерно растянула обтачку на длину горловины и соединила трикотажным швом. Срезы обработаю трикотажным швом, имитирующим оверлок. Можно использовать любой на свое усмотрение. Теперь важный этап, без которого не получится красивая горловина. Все припуски нужно заутюжить на сторону изделия. Сделать это проще всего, надев футболку на узкую сторону гладильной доски, как я показываю в видео. В момент заутюживания обтачку нужно сутюжить к центру и придать ей правильную форму. Обязательно дублирую с лицевой стороны. Так горловина примет нужную форму и будет прилегать к телу, а не топорщиться некрасивой волной. Чтобы шов стачивания на спинке выглядел аккуратно и не натирал шею, его можно закрыть киперной лентой, предварительно проутюжив ее. Или, как я, полоской ткани, скроенной по косой. Я ее тоже сложила пополам и заутюжила, придав слегка округлую форму. Пришивать окантовку буду со стороны обтачки, немного отступая от плечевых швов. Строчка будет проходить только по припуску. Стараюсь попадать в шов стачивания. Лишнюю полоску отрезаю и подворачиваю край. В конце закрепка. Вот так должно получиться. Отгибаю окантовку на сторону изделия и заутюживаю. Прокладываю строчку в край окантовки. Со стороны полочки по припускам проложу отделочную строчку, которая закрепит припуски, но оставит горловину эластичной. Получаем красивую обработку со всех сторон. Дальше я соединю боковые швы. Стачала их тем же усиленным трикотажным швом, которым собирала заготовки. Каждый рукав соединила по шву и теперь пришью их на место. Для начала я сметала рукава с основой. Закрепила трикотажным швом. В конце обработаю срезы швом, имитирующим оверлок. Использование специальной лапки позволяет получить ровный и красивый припуск. Здесь петли формируются на специальной штанге и только потом переходят на ткань. Советую обратить внимание на эту помощницу. Она экономит время и нервы. Осталось обработать низ изделия и рукавов. Откладываю от края 2,5 см. Эта величина может быть разная. Я взяла средний вариант. Перед тем, как проложить строчку, я заутюживаю припуск и фиксирую его булавками. По лицевой стороне от края размечаю линию на расстоянии не меньше 2 см. Это ориентир, по которому я буду прокладывать строчку. Подшивать изделие буду двойной иглой. При шитье совмещаю левую иглу с размеченной линией. Длину стежка поставлю 3 мм. Так строчка не будет стягивать полотно в некрасивый валик. Свободные припуски с изнаночной стороны аккуратно срежу у самого шва, чтобы не повредить сам шов и не прорезать основное полотно. Это лучшее решение для трикотажа. С лицевой стороны получаются две красивые параллельные строчки, а с изнаночной эластичный зигзаг, который позволяет низу растягиваться и не лопнет от нагрузки. Моя первая футболка уже готова к примерке. На пошиве второй футболки подробно останавливаться не буду, покажу только отличия. Заготовку для полочки собрала по тому же принципу, но детали соединила по диагонали. За счет этого она выглядит по-другому. Спинка здесь тоже сплошная, черная. Вышивку для этой модели я выбрала более динамичную и современную.
на полочке будет графический рисунок, а на спинке сделаю лаконичную надпись и дополню ее прямыми линиями, чтобы связать с графикой. А вот рукава решила сделать разного цвета. С одной стороны рукав стал продолжением светлого блока, а с другой стороны продолжает черный. За счет такой асимметрии футболка выглядит необычно. И вот здесь хорошо виден перекат по боковому шву. Полочка шире спинки. Спереди футболка немного длиннее. Благодаря этому, учитывая особенности фигуры, низ останется ровным. Размер этой футболки больше, и она длиннее. Сшита она для моей дочери. И вот она, долгожданная примерка. Первый вариант более нежный и романтичный. Геометрия блоков смотрится спокойно, а светлая вышивка добавляет ту самую романтику. Вторая футболка смотрится более динамично и современно. Графика и надписи создают совершенно другой ритм. Такой стиль подойдет для людей более молодого возраста, причем носить ее могут как женщины, так и мужчины. Короче говоря, стильный унисекс. Ну вот, из 3 вещей, которые никто не носил, я сделала сразу 2 футболки с разным характером. На самом деле можно пробовать разные стили, по-новому комбинировать квадраты с прямоугольниками разного размера. Вариантов море. Стоит только захотеть, начать, и обязательно все получится. Напишите в комментариях, какой вариант вам ближе, или поделитесь своими идеями. Я думаю, всем будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч на моем канале.